Добро пожаловать в Пуэрто-Рико, ребята. И здесь плюс 28, и очень яркое солнце, и мы забыли очки. Та-дам! Анбоксинг. Анбоксинг, анбоксинг, анбоксинг. Yes! What is it? 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 Is this a bracelet? Yes. Look, 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 how cool. Two sides. Мои покупочки в первый же день — это, естественно, средство защиты от солнца. Кулу обожаю, во-первых, потому что она в спрее, во-вторых, она вкусно пахнет, и у нее нет липкого эффекта. А это потому что много здесь влажности, и мне нужно было для волос выпрямитель. И я увидела этот Барби. На самом деле я купила его не потому, что это Барби, а потому что вот этот бренд я знаю, он очень классный. У меня даже у Честера был шампунь от этого бренда для волос. И остальные бренды вообще были no name, я их не знала, поэтому это единственное то, что я знала. У них, кстати, здесь еще внутри прилагается какой-то бесплатный лосьон или протектор, в общем, защита, видимо, от вот этого. Смотрите, какая красота. У-ля-ля. Выпрямитель. Утюжок, другими словами. Мы начинаем наше изучение острова с низа старого города. Yeah, it's D. Джейкоб здесь. D, меня, Адит, два. Where there are islands, there are cats. I feel like every island I've ever been to has cats. True. Это место называется что-то там принцесса. Не уверена, что. Bring sunscreen with you. Здесь такое яркое солнце, что мне приходится понижать экспозицию на телефоне до -1,5. Ребята, в первую очередь, если вы в Пуэрто-Рико, обязательно наносите санскрин. Я нанесла только на лицо. Сегодня обещали вообще дождливую погоду, поэтому я не стала наносить на все тело. И теперь очень жалею, потому что моя шея, кажется, скоро обгорит. А Джейкоб вообще без солнцезащитного крема. И это так жарко. Нам наш друг, который здесь живет, сказал, что здесь очень близко, видимо, солнце к земле, поэтому UV-лучи проникают быстрее. В общем, это очень опасно и обгореть очень легко. Ребята, мы в Пуэрто-Рико. Здесь очень ярко все, красочно, начиная от солнца, которое просто ослепляет, заканчивая красивыми зданиями, разноцветными, голубыми, розовыми. Напомнила мне чем-то Аргентину. У меня есть, кстати, влог про это.
Там был район очень цветной, очень красивый. У нас сегодня первый полный день в Пуэрто-Рико. У Джейкоба сегодня день рождения, поэтому мы здесь. У нас много планов на эти выходные. Мы здесь 5 дней. Ни я, ни Джейкоб до этого не были в Пуэрто-Рико, поэтому нам очень любопытно изучить эту культуру. Я вам позже расскажу все, что вам нужно знать про Пуэрто-Рико. Пришли вот в такой красивый бар. Отзывы на гугле не дали соврать. Вид действительно красивый. И мы сейчас будем пробовать известную пина-коладу. Здесь, в Пуэрто-Рико, это родина пина-колады. Ну и, собственно, вот такого вида. This is where it was invented. Try it. Это наша комната. У нас своя комната. Такое огромное окно. Мне, кстати, очень прикалывает. Оно такое большое, необычное. И у нас своя отдельная ванна с высоченными потолками. I didn't meet him, but I saw him at Big. So, I'll show you something really awesome. He lived next to the parties, like the parties. They invented like the party rock. И это у него бэк-ярд. Смотрите, какой классный пул. Какой суперский бассейн. Здесь бар. И гигантская дверь. Мне так нравится дверь, которая открывается, она просто огромная. Смотрите, какая дверь гигантская. Да, мы включили свет. Смотрите, как клево. Огромный просто задний двор. Бассейн. Очень круто. Джон показывает Джейкобу его гостиную. А у нас вот там, вот в том конце наша спальня. Это лучший друг Джейкоба. У него уже 2 детей. And I didn't want to do it. In fact, I told Laura I really don't want to do this shit. Like on government contract. This like uses your tax dollars. Доброе утро, ребята. Я жду Джейкоба. Вот он. Good morning. Good morning. You wanna close the door? Yeah. Welcome to Puerto Rico. Да, мы сейчас находимся в закрытом огражденном комьюнити, то есть для нас, чтобы попасть сюда, к Джону домой, нам вчера нужно было поговорить с охраной, чтобы они открыли нам шлагбаум и все такое прочее. Это хорошо тем, что здесь, как бы в Пуэрто-Рико, на самом деле не так много достаточно благополучных районов, это довольно бедное государство, и поэтому все, кто приезжают сюда пожить с основной земли, с мейнленд, они, как правило, живут вот в таких вот закрытых комьюнити. Это вот наш дом, в котором мы остановились. Здесь невероятная влажность, у меня какой-то кошмар на голове. Но здесь, смотрите, так мило в этом райончике, можно бегать,
Такие домики, никто тебя не беспокоит, так классно. Yeah, a little Soggy. They're not hot. It's like they're not. perfect for the last. Смотрите, какая у нас Natural Cabana. В США всего 50 штатов. Пуэрто-Рико не один из них, но тем не менее это территория штатов. Соответственно, когда будут выборы президента, они будут вот сейчас в ноябре, Пуэрто-Рико не имеет права голосовать. То есть это на самом деле очень странно. Это часть страны, но без права голоса. Здесь все говорят на испанском. Естественно, они понимают английский, но у них свой флаг, у них родной язык испанский, полностью испанская культура, то есть везде испанская музыка, у них своя пуэрториканская кухня. Пуэрто-Рико не облагается налогом, почему, собственно, сюда переезжает очень много людей, кто инвестировал в криптовалюту. И, в принципе, тех, кто работает удаленно, потому что для удаленного сотрудника ты не платишь налоги. То есть обычно твоя компания платит налог, да, если ты работаешь на компанию. Поскольку ты работаешь на себя, то ты должен платить налог. Так вот, в Пуэрто-Рико ты не обязан платить налог, там только 2%. Ты можешь открыть свое LLC, ну, в смысле ООО или ВИП, и ты платишь всего 2%. В США налог вообще 30%. Везде, в любом штате практически. Ну, там плюс-минус. В общем и целом налоги очень большие. Так вот, в Пуэрто-Рико ты не обязан платить налог, поэтому наш друг тоже уговаривает нас сюда переехать. Типа, ребята, работайте на себя, не платите налог, но как бы, ну нет. Ребята нам распланировали все выходные, спасибо им огромное. Сегодняшний и завтрашний день и воскресенье они нас возят по острову, и у нас везде забронированы уже там ужины, обеды, и все распланировано. Завтра мы едем в лес, в Рейнфорест. Там дико красиво, природа, конечно, в Пуэрто-Рико очень красивая, океан безумно прозрачный, теплый, голубой, очень красивый. Но есть минус, в отличие, например, от Мексики или Гавайев, здесь без машины никуда, и в отличие от Майами тоже. Вот. А я, если вы знаете, очень люблю ходить пешком, почему я уехала из Лос-Анджелеса, я не люблю ездить на машине, а здесь везде развязки, здесь везде шоссе. Соответственно, нам, чтобы добраться, там, например, от дома, вот их сюда до пляжа, нужно было ехать какое-то время на машине. It's dead now, but yeah. Actually, that website got me some free stuff every now and then. You need their one, so. Yeah, we're waking up with the baby on recess. It's like 6:30, like leaving now. Just finished, like the concert just finished, going home. We're like, we're up with our That's 3 hours later. It all tied really well together. I just went to like, my friend invited me to like. Local honey. Мы приехали на водопад с ребятами, и я думала, здесь там, не знаю, получасовой хайк будет. На самом деле здесь всего 3 минуты, и от того места, где мы припарковались, $5 стоила парковка, и все, ты чуть-чуть прошел по лесу, и здесь водопад. Но это Rainforest, то есть как бы лес, и здесь много разных хайков, то есть если пойти на другой, то вполне вероятно ты можешь там часами ходить по лесу, очень прикольно. All the stereotypes. It was like.
nice, but it's like. He's a sad boy now, Daddy. You leave me alone, Daddy. What if you're a rich guy ever?